специфическая система наследования в древнем русском государстве не от отца к сыну, а, как правило, от одного князя к младшему брату. Мы относимся, Северо-Восточная Русь, в каком-то смысле к Руси Южной, как Соединенные Штаты к Англии. Все, что связано с удобством географического положения, это мертвые ходульные формулы, очень оторванные от жизни. Когда его спрашивали, собственно, где деньги, Зин, он объяснял, что денег нет. Тверчане не подвозят никак. Шапка Мономаха – это на самом деле никакая не шапка Мономаха, а тюбетейка, подаренная кем-то из ордынских ханов Ивану Калите. В Твери тогда была серьезная крыша, как бы сейчас сказали. Через родственные связи они пользовались покровительством мощнейшего соседа, Великого княжества Литовского. Дорогие друзья, добрый день. Все, кто любит русскую историю, мы продолжаем. Как произошло собирание русских земель вокруг Москвы? Откуда у нас появился Нижний Новгород? Откуда Вятка? Откуда Урал? Откуда Сибирь? Процесс этот был долгий, интересный и любопытный. Какие-то части этого процесса мы знаем хорошо. Мы прекрасно знаем с вами Куликовскую битву. А после Куликовской битвы что у нас наступает? Кто хорошо учились в школе, скажут, что после Куликовской битвы наступает Иван Грозный. А те, кто очень хорошо, поправят. После Куликовской битвы был Иван III. К сожалению, оба этих ответа неправильных, потому что между Дмитрием Донским и Иваном III Великим 70 лет примерно. Время, когда несколько раз судьба нашей страны висела на волоске. Только-только возрождающаяся Русь могла исчезнуть навсегда и безвозвратно. Кого мы считаем нашими главными конкурентами, главными нашими противниками? Ну, обычно говорят, немцы. Ну, немцы тогда, это Тевтонский орден, довольно далеко от нас. И, в общем-то, не так опасно, как времена Александра Невского. Крым, крымские татары? Да нет. С ними мы часто выступали в военном и политическом союзе. Большая Орда, зарождающиеся новые ханства, Казанская, Астраханская, Ногайская Орда. Это все было не так страшно, как во времена Чингисхана и Батыя. Мы уже умели с ними биться и умели побеждать. Главным в эти темные времена, да и перед этим, в общем-то, геополитическим конкурентом за собирание вокруг себя русских земель выступало государство, которое сегодня мы с большим трудом найдем на карте мира. Оно очень громкое по новостям и очень мало что значащее, но с большой, серьезной историей. Давайте относиться к ним с уважением. Это государство Литва. Вот кто был главный геополитический конкурент Москвы в те темные времена. Откуда она взялась? И что это было за государство? Литва не как территория, не как этнос, а как именно государство, возникло поздно, на этнической литовской территории. Первоначально это была историческая область города Вильнюс и современного Каунаса. Вот примерно там. Это конец XIII века. Там правили потомки легендарного литовского князя Гедимина. Это их литовский Рюрик. Мы его считаем отчасти нашим князем. Поэтому его фигура есть на памятнике тысячелетия Руси. Он основал город Вильнюс, и он основал правящую династию Гедиминовичей. Так как в большинстве своем потом Гедиминовичи стали русскими подданными, верными защитниками Руси и Российской империи, то мы должны с вами знать, что две исконно русских княжеских ветви, все русские князья, делятся на две неравных группы. Это русские князья Рюриковичи и русские князья Гедиминовичи. Все Рюриковичи в пра-пра-пра-пра отцов своих ведут от легендарного Рюрика, а Гедиминовичи, соответственно, от совершенно не легендарного, а очень даже конкретного Гедимина. Ну, просто он жил позже Рюрика на несколько столетий, и его жизнь более задокументирована. Гедимин, основав Вильнюс, стал расширять литовское государство. И многие территории после колоссального монгольского разорения в том либо ином виде
объединялись в такую очень рыхлую государственную структуру под общей властью Гедемина. Он вел себя, надо сказать, очень правильно. Порядков своих на новых территориях не навязывал. Литовские князья женились на русских. У них с русскими была абсолютно одна культура. Они говорили на русском языке. И литовскими были только по предкам. Честно говоря, я до сих пор не уверен в том, что во втором, третьем, четвертом поколении сыновья и внуки Гедемина в принципе говорили на литовском языке, потому что все, что выходило из-под пера у них, было на русском. Вся документация, вся переписка в Великом княжестве Литовском велась на русском языке. Название, которое закрепилось в истории, полностью звучит так: Великое княжество Литовское и Русское. То есть литовцы – это только этническое основание. Гедемин, будучи язычником, очень грамотно выдавал своих дочерей за разных влиятельных персон. Одну дочь он выдал за короля Польши, вторую выдал за сына Ивана Калиты Семена Гордова. Она стала теткой Дмитрия Донского и, видимо, умерла вместе с мужем Семеном от чумы. Третью дочь выдал за соперника главного Москвы, на тот момент более богатого князя, князя Тверского. Это тот самый Дмитрий Грозный Отче, который на глазах татарского хана зарубил московского князя. Дочери принимали, естественно, либо в Польше католический обряд, либо православный в Москве и в Твери. Литовские князья вообще по отношению к религии вели себя своеобразно. Некоторые из них по несколько раз крестились и перекрещивались. Внимание вопросам веры, в отличие от русских князей, они не придавали. Сам Гедемин при этом оставался язычником. Он кого-то присоединял бескровно. В основном-то, конечно, воевал. Захватил Киев бесхозный после монгольского разорения, представлявшийся более плохо отстроенное пепелище, чем город. И там вскоре в очередном сражении был убит. После гибели Гедемина в Литве правили два его сына. Одновременно, дуумвират. Одного сына звали Ольгерт. Ольгерт был женат, опять же, на дочери Тверского князя. С Тверским князем у литовцев были тесные родственные отношения. Поэтому Ольгерт постоянно воюет с Москвой. Трижды пытается взять Москву штурмом, и трижды у него ничего не получается. Молодец Дмитрий Донской, что выстроил белокаменный Кремль. Сколько раз Кремль в истории нашей страны брали штурмом? Правильный ответ – ни разу. Никогда. Кремль мог открывать свои ворота по наивности, по сговору, по ошибке. Наши войска могли уйти из Москвы стройными колоннами, как уходили в сентябре 812 года, оставляя Москву Наполеону. Юнкера могли уйти из-под артобстрела, понимая, что защитить Кремль невозможно. По нему били тяжелой артиллерией с Воробьевых гор красногвардейцы. Но никому никогда не удавалось взять Кремль в результате штурма. Даже Минин и Пожарский прекрасно понимали, что Кремль неприступен. И, обложив его со всех сторон, они ждали, пока польские оккупанты съедят все припасы, потом всех коней, потом кошек, потом крыс, а потом поэтапно перейдут к каннибализму. И сдадутся сами. Так и произошло. Ольгерт, сын Гедемина, воевал так упорно с Москвой, потому что хотел выступить в качестве тоже объединительных земель. И под Вильно, под Вильнюсом, под Литвой собрать все русские земли. Не получилось. Согласно любимой в Литве легенде, после неудачного штурма Москвы Ольгерт сел на коня, подъехал к стене, прислонил к стене свое копье и прокричал там куда-то вверх: «Помни, московский князь, я, великий князь литовский Ольгерт, держу свое копье у стены твоего Кремля». После чего, развернувшись, войско его отъехало обратно в Литву. В силу их близких родственных связей, постоянных пересечений с русскими князьями, в силу того, что вели они все свои документы и говорили на русском языке, и только имена у них были литовские, в силу того, что также пытались они как могли противостоять германскому натиску, монголам, и просто Москва их обошла вот в этой конкуренции за объединение русских земель, мы все равно считаем их всех своими. И не только Гедемин, но и сын его Ольгерт. Второй сын его Кейстут и внук, самый прославленный литовский правитель Витовт. Все эти 4 персонажа нашли свое место на памятнике тысячелетию Руси в Новгороде, потому что дружба народов, потому что эти литовские князья – это наши русские князья. В конце концов,
так либо иначе все они вошли в Россию. Как выглядит процесс объединения земель вокруг Москвы с точки зрения науки нашей и западной? С нашей точки зрения выглядит это так. Московские князья собирают свои отчины, те владения, которые от отцов и дедов по праву принадлежат русским князьям, и параллельно освобождаются от ордынского ига. То, что они не могли собрать сразу, на какое-то время осталось в составе Великого княжества Литовского, а потом Польши. В западной историографии Средневековья Литва и Польша – правовые государства, конкурирующие с Москвой. Они трактуют это так. Какие-то ордынские вассалы, улусники, московиты, из какого-то медвежьего угла, на карте с трудом его найдешь где-то там, на северо-востоке, вступив в сговор с Ордой и вообще наполовину смешавшись. Они не настоящие русские, они непонятно, то ли татары, то ли русские, то ли финны, осуществляют экспансию на исторические русские земли. Москва имперская осуществляет экспансию на историческую Россию, Киев, то, что сейчас называется Украиной, ну и так далее. Настоящая Россия – это вот они. Мы не русские, а мы какие-то московиты, помесь татар с финно-уграми. Настоящие же русские города – Чернигов, Киев, Полоцк, Смоленск, Витовт даже Тулой владел какое-то время. Вот эти все города, они в стремлении мирно освободиться от татарского ига счастливо и добровольно переходят от нас, от Москвы, ханских подкаблучников, в Европу. Осуществляют свой европейский выбор и живут там счастливо. Давайте сразу точки над «и» расставим. Вот это все абсолютно не так. Никакая Литва, Киев, Чернигов и Тулу ни от какого ордынского ига не спасала. Ну, во-первых, разочарую. Если даже в результате конфликта между Москвой и Литвой какие-то города переходили под протекторат Литвы, то что вы думаете, после этого они освобождались от ордынского ига? Нет. На самом деле заключался договор между литовским князем и Ордой, и далее выход, налог, платила с этой территории не Москва, а Литва. Литва продолжала собирать те же самые деньги с местного населения и отправляла эти деньги в Сарай-Берке, в столицу Золотой Орды. Известный историк Антон Горский в своей интереснейшей книге «Средневековая Русь» пишет: сохранился ярлык Тохтамыша, ярлык, великому князю литовскому и одновременно польскому королю Егайло, в котором оговаривается продолжение выплат выходов с русских земель, всех русских земель, входивших в состав Великого княжества Литовского. Литва платила Орде выход. Жить под Литвой русским было ничуть экономически не легче. Более того, даже когда Москва уже окончательно свергла иго, во времена Ивана III, Литва платить продолжала. Литовцы воспринимали себя как директоров, знаете, такие менеджеры, которые управляют русскими территориями и делятся прибылью с акционерами, с Ордой. Второе. Никакого мирного перехода под Литву не было. Это всегда и Киев, и Чернигов происходило через военный конфликт. В глазах населения, в глазах элиты, боярства, московские Рюриковичи выглядели законными наследниками Рюрика, а литовцы, самозванцы, Гедиминовичи, никакими историческими правами на русские города в глазах элиты правящей литовцы не обладали. Теперь давайте ответим на два вопроса. Маленькая Москва. Вот смотрим на карту. Московское государство даже после Дмитрия Донского гораздо меньше Великого княжества Литовского и Русского. Синенькое – это Великое княжество Московское Владимирское. Неполная Московская область плюс кое-какие прилегающие территории, сильно уходящие на север в сторону Костромы. А вот Великое княжество Литовское с выходом на Балтику, современная Литва, Белоруссия, почти вся Украина, часть Польши и существенная часть современной России. Брянск, Курск, вплоть до Тулы.
это все Великое княжество Литовское. От моря и до моря. Потом, объединившись с Польшей, она станет вообще региональной сверхдержавой. Мы привыкли к нашей бескрайности, а тогда это небольшое московское княжество. Все ее территории – это пустынные северные леса. Могла ли Москва и Литва мирно объединиться и стать общим местом собирания земель? Первый вопрос. Второй вопрос. Могла ли Литва это сделать отдельно, без Москвы, и победить в этом историческом противостоянии? Был ли шанс Литве войти в орбиту Руси, Москвы? Этот шанс имеет конкретную дату. 1381 год. Следующий год после Куликовской битвы. Максимальная слава и влияние Дмитрия Донского. Он реальный лидер русских князей, кроме литовцев. Литва хотела поучаствовать в Куликовской битве на стороне Мамая, но не успели. То ли не торопились, то ли объективно не успели, и Дмитрий Донской, переправившись через Дон, спровоцировал Мамая на преждевременное вступление в битву и тем самым смог разбить его одного, без литовской подмоги. После Куликовской битвы начались переговоры о женитьбе Егайла на дочери Дмитрия Донского. Казалось бы, мы должны быть, конечно, в обиде на то, что чуть не стал на поле брани против нас. Это политика, в политике обид не бывает. Не скрестили мечи, поэтому можно и породниться. Но не получилось. Егайло соблазнил Запад. Он стал королем Польши. Там пресеклась королевская династия. На Польшу с запада напирал Тевтонский орден. Польша не справлялась. Литовские князья оказались полякам надежными военными союзниками. Поэтому польская элита и сделала Егайло предложение, от которого он не смог отказаться. Жениться на польской королеве Едвиге. То, что Егайло на тот момент было лет 25, а Едвиге лет 11, в политике никого не останавливает. Но условие было простое. Егайло принимает католический обряд. Есть источники, которые говорят, что он был уже в православии окрещен к этому моменту. Ничего, перекрестился. Париж стоит мессы. У литовцев это происходило гораздо чаще, чем у Генриха IV. Туда-обратно, из одной конфессии в другую, в соответствии с политическим моментом переходили довольно часто и практично. Образовалась таким образом личная поначалу уния между Великим княжеством Литовским, Русским и Польшей, а также Егайло брал на себя обязательство, внимание, сделать католицизм государственной религией в Великом княжестве Литовском. Предполагалось, что это навечно объединит Литву и Польшу. Говорят, это было условием Папы Римского. Егайло выторговал, что дети от его брака будут по наследству передавать польскую корону. Таким образом, появилась на некоторое время в Польше династия Ягеллонов. Главным последствием того, что ни на нашей девушке, ни на русской, ни на дочери Дмитрия Донского он женился, а на католичке, на полячке, на 11-летнем подростке, стало то, что начался процесс окатоличивания Литвы, окатоличивания земель исторических литовских, будущих белорусских, будущих малороссийских и даже западнорусских. Это был исторический выбор. И если удельным князьям, богатым горожанам, боярам, в общем-то, было на каком-то моменте, может быть, и все равно, кто был их верховным сюзереном, московский великий князь или литовский, то когда стала речь о необходимости перекреститься из понятного веками дедовской веры православной, вот в это непонятное что-то западное, с обритыми монахами и странными обрядами, и непонятными храмами, и речью на латыни в церкви непонятной, жуткими совершенно установками, идущими из Рима, и слухами об инквизиции и сожжениях. Сменить веру русскую старинную вот на это, либо, если не меняешь веру, то ты остаешься человеком второго сорта. Ты не займешь серьезную госдолжность, ты всегда будешь в очереди вслед за католиком стоять. Такая альтернатива оттолкнула от Литвы огромное количество инициативных и имеющих власть и собственность людей. Начался процесс постепенного отхода от Литвы русской элиты, русского боярства, русского рыцарства. Такой же соблазн геополитически появился и у Польши. До этого момента Польша представляла из себя нормальное национальное европейское государство, которое
жило своей жизнью, не конфликтовало с Москвой, да и не могло конфликтовать, потому что не было из-за чего. А вот появление в унии с Литвой большого количества русских земель, перспектива их поглощения породила у гордых поляков имперскую претензию на обладание восточными кресами, на создание Польши, и она будет создаваться впоследствии, как Речь Посполитая, как Великая Польша, создание государства от моря и до моря. В Польше потом боролись сторонники традиционной Польши, национальной, и сторонники имперской Польши, которая должна поглотить в себя русские современные украинские земли. Это называлось в Польше Ягеллонская идея. Соблазн, который закрепился сначала личной унией, 1385 год, всего 5 лет после Куликовской битвы, а потом польская элита захочет строить свою империю. Ничего не получится, потому что нельзя строить империю, отделяя себя от народа, отделяя себя от людей. Вот мы католики, мы высшая каста, а вы быдло православное, работайте. Так не бывает. Так эффективная империя не строится. По принципу сегрегации, отделения правящей элиты от всего остального человечества третьего сорта, строил свою империю Третий рейх. Такие империи недолговечны. Поэтому польскую идею быстро перехватит Иван III, и он вот начнет строить империю правильную, московскую. Империю, где все равны, где нет разницы никакой ни в правах, ни в вере, ни в языке, ни в культуре. Империя, которая основана на единстве всех входящих в нее народов. Где зачастую федеральный центр имперский датирует провинции, датирует окраины, помогает и защищает. Эта особая русская империя начнет рождаться вскоре, и первым ее родителем будет Иван III. Какая же судьба ждала русские земли, попавшие в состав сначала Литвы, потом Польши? Помните, я говорил вам, что вот Галицкая Русь, очень развитая в свое время, это территории западнее Днепра, Галичина и Волынь. Центральная сейчас и Западная Украина. Волынь попала в состав Литвы, там было немного помягче. А Галичина с самого начала попала в состав Польши. Значит, что там произошло? Насильственное насаждение католицизма. Православные объявлялись схизматиками, церкви православные закрывались, духовенство подвергалось преследованиям, посты в администрации, земли из бывших княжеских владений государственных получали только католики. Более того, римский папа предписал назначить на этих землях специального русского инквизитора и специальную русскую инквизицию. Ну, к счастью, до сожжения еретиков и ведьм не дошло, как-то так не прижилась. Даже в польско-литовских землях у нас инквизиция, это так, больше такой феномен Испании, Португалии и Италии, но вот попытка была. Наша русская церковь в тот момент выполнила очень хорошую функцию, очень правильную, поскольку русские земли были разделены между разными центрами, которые конкурировали друг с другом, Москвой. Тогда еще отдельно была Рязань, отдельно Новгород, отдельно Псков, Ярославль. Другой центр объединения вокруг Вильна, Литвы, и часть даже в составе Польши. Функцию объединителя, консолидатора выполняла как раз русская церковь. Все, кто православные, все русские. Мы всех вас воспринимаем одним народом. Очень понятная идея. Единство церкви, единство народа, единство страны. Приходя в храм, русский человек вспоминал былые времена, когда единая была страна, единая Русь. Ничего не напоминает? Проповедник, священник, он же и политработник, он же и психотерапевт, он же и советчик, он же и грамотный самый человек всегда. В городе, на селе. Он успокаивает, он дает утешение. Священник – это духовная опора. Монастырь – вообще самое безопасное место. За высокими стенами монастыря, который не облагается общими татарскими налогами, освобожден от налогов и защищен от всякого рода поборов, там жить можно спокойно, приняв постриг или просто работая в монастыре. Там спокойно, благостно. Поэтому монастыри растут как на дрожжах в это время в России. Они движутся на север. И вы знаете,
И мне очень нравится мысль, когда монастыри называли такими форпостами русской цивилизации. Они зачастую шли вперед первопроходцев. Вот шли подвижники-монахи, основывали монастыри, земли обрабатывали вокруг них, а потом вслед за этими монастырями уже шли люди мастеровые, торговые. В случае опасности они могли за стенами монастыря спрятаться. Экспансия монастырей – это удивительное явление в русской жизни. Особое положение церкви, особый дух внутренней свободы порождал особых людей. Итак, мы подошли с вами к тому, что историческая русская земля, начавшаяся от Рюрика и создававшаяся веками, разобщена на несколько крупных и мелких блоков. Есть земли, объединяющиеся вокруг Москвы, Великого княжества Московского и Владимирского. Есть земли, которые объединяются вокруг второго центра притяжения, Вильна, Великого княжества Литовского и Русского. И этот центр объединения на данный момент крупнее, больше и успешнее. Есть земли независимые формально, но находящиеся тоже в состоянии вассалитета от Орды. В этом состоянии вассалитета находится, важно, я подчеркну вам, и Великое княжество Московское, Владимирское, и отдельные княжества как-то Тверское и несколько еще иных, и отчасти Великое княжество Литовское, которое тоже за часть земель платит Орде выход. Есть республики, Псковская, Новгородская, и еще одна интересная, о ней я вам расскажу в следующий раз. И небольшая часть русских земель оказалась в составе Польши. Вот ситуация в русской земле. Русские объединены на данный момент языком и единой православной верой, но политически разобщены. У нас темные времена, умирает Дмитрий Донской, и начинаются вот те самые 70 лет, про которые мы ничего не знаем, до Ивана III. А что в Европе в это время? Ну, чтобы просто мы понимали, в каком контексте жила Москва. На юге знаменитое сражение, знаковая дата в истории сербов на Косовом поле. Османская империя движется с юга, от Балкан, в Европу. Битва на Косовом поле происходит в том же году, когда умирает Дмитрий Донской, то есть через 9 лет после Куликовской битвы. Неподалеку от Приштины. Ну, Приштина, помните, тот самый аэропорт, где мой хороший товарищ Юнусбек Евкуров тогда вел спецназ. Наши российские десантники опередили натовцев. Ну, вот вся эта история из 90-х. В ходе этого эпохального сражения на Косовом поле сербский воин прорвался в шатер султана и убил турецкого султана. Но это не помогло. Битву сербы проиграли, Сербия будет включена в состав Османской империи, а память об этом сражении, которое по сути перечеркнуло на несколько столетий независимость южных славян, является важнейшей частью сербского национального самосознания. Чуть позже, 1410 год, на территории современной Польши знаменитая, действительно большая битва при Грюнвальде. Король Польши Егайло, ну тот самый, женившийся на 11-летней польке, и его двоюродный брат Витовт, величайший из великих князей Великого княжества Литовского и Русского, объединили свои полки, плюс русские полки из Смоленска. Битва между немцами, Тевтонским орденом, и вот этим объединенным польско-литовско-русским войском. В бою погибли руководители Тевтонского ордена. Это важнейшая победа, которая экспансию немецких рыцарей на восток остановила окончательно. В Западной Европе что происходит? Та самая бесконечная столетняя война между англичанами, претендующими на французский трон, и французами. В сражении при Азенкуре, близ города Кале, англичане на голову разгромили французских рыцарей. Тогда и появляется на исторической арене знаменитый английский лук. Лук английский, он вот такого размера, он выше человеческого роста. Эти длинные луки были главным оружием англичан в эту войну.
Английские лучники – это особая каста, демонстрируют превосходство над французским арбалетом. Впоследствии французы даже отрубали у пленных англичан указательный и средний палец на правой руке, чтобы они не могли потом обратно, вступив в армию, стрелять из лука. До такой степени их боялись. Ну, соответственно, англичане показывали издалека французам те самые два пальца. Знак, что пальцы на месте, мы вас тут всех перестреляем. Знак victory, we will win, Уинстон Черчилль и все остальные, он как раз родился из знака, который английские лучники показывали французам. Уже английский король был признан наследником французского престола, но свершилось чудо. Появилась Жанна д'Арк, она встретится с Дофином, будущим королем Франции, и скоро начнется невероятная эпопея французского освобождения. В Англии через несколько десятилетий начнется гражданская война, алые и белые розы, а вот в России, точнее говоря, в Московском Великом княжестве начнется своя «Игра престолов». Да какая там «Игра престолов»? Ни один сценарист не придумает таких изгибов и поворотов сюжета, с которыми столкнулось Московское княжество после смерти сына Дмитрия Донского Василия. Вкратце вам расскажу эту историю, потому что о ней мало кто что знает, невероятно интересная, но я заранее предупреждаю, что здесь не будет и 5% тех перипетий и сюжетных поворотов, достойных не то чтобы одного романа Александра Дюма, а, наверное, целой серии про проклятых королей. Жду, неужели никто не решится рано или поздно это экранизировать. Это будет невероятная история. После смерти Дмитрия Донского, детей у которого было много, сын Василий правит 30 лет. Все очень тихо, спокойно. Земли собираются. У Василия была интересная судьба. На каком-то этапе он попал заложником в Орду, бежал оттуда, бежал в Литву, женился там на дочери великого князя Витовта. Тогда тесные установились такие родственные отношения между Литвой и Москвой. При этом отец жены Витовт был как бы старшим партнером. Василий обращался к нему отец. Сложно сказать, было это из-за возраста, либо из-за почтения. Два независимых государя. При Василии I под власть Москвы перешло несколько серьезных территорий. Это Муромское княжество, Таруса. Сделал он удачную покупку. Купил в Орде ярлык на Нижегородское княжество, которое было присоединено к владениям Москвы. Поэтому на вопрос, как в составе нашего государства оказался Нижний Новгород с окрестностями, Москва купила Нижний Новгород. Ну, тогда Василий в основном все княжества прикупал. Любопытно то, что, например, нижегородский князь не признал власти Москвы и попытался сопротивляться, когда Василий с небольшим войском совсем подошел к стенам Нижнего Новгорода. Однако нижегородское боярство само открыло ворота и само арестовало собственного князя, потому что они прекрасно понимали, в составе одного большого государства под властью Василия и торговать, и жить доходнее и безопаснее, чем в составе маленького, но гордого Нижегородского княжества. К сожалению, после долгого, мирного, весьма успешного правления Василия Дмитриевича возник огромный династический кризис. Стол, престол – это у царей, у князей стол. Стол передавался по боковой линии от брата к брату. У Василия был сын. На момент смерти отца ему 10 лет. Несколько сыновей Дмитрия Донского своему малолетнему племяннику подчиняться не собирались. Ну, конечно, по-мужски мы их понимаем. Как-то неудобно. Заслуженные князья, воины, полководцы и должны в нарушении традиции, как им казалось, в нарушении завещания Дмитрия Донского, подчиняться племяннику. Нехорошо. Следующий по старшинству сын Донского Юрий решил бороться за великокняжеский престол. Донской умер, у него сын Василий. Мы называем его Василием I. Когда Василий умирает, у него тоже старший сын, Василий II. Но он малолетний. А у Донского есть другие сыновья. И вот сын Юрий, мы зовем его Юрий Звенигородский, самый известный из них, заявляет о своих правах
на московский стол. Звенигородский, потому что у него был Звенигород вотчиной. Удачливый полководец, строитель, построил много каменных храмов. У него много владений, город Галич богатый. И он ставит в Орде вопрос о том, что ярлык должен получить он. Пока в Орде думают по поводу ярлыка, Москва дает ему прекрасный повод к войне – оскорбление. Причем оскорбление серьезное. У Юрия тоже сыновья. Еще один тоже Василий. Уже третий, но циферку я здесь ставить не буду. И Дмитрий. С Василием II они двоюродные братья все. Все они трое внуки Дмитрия Донского. И вот братья и дядя, и все приезжают в Москву на свадьбу. Свадьбу Василия Васильевича. По ходу торжества возникает невероятный скандал. Кто-то из присутствующих гостей, кстати, был один из дальних предков наших будущих императоров Романовых, узнает на платье Василия Юрьевича пояс. Такой богатый, шитый золотом, украшенный бриллиантами. Пояс – это очень важная часть одеяния знатного, богатого русского аристократа той поры. Она, может быть, даже самая значимая часть его платья. И говорит, этот пояс краденый. Он украден из казны Дмитрия Донского. Я его там видел. И не ты ли его здесь украл? Извольте, пожалуйста, вернуть. Ну, пояс на самом деле, конечно, никакой не краденый. Полученный честным путем, кто-то там его купил или подарил, это не имеет никакого значения. Мать жениха, Софья Витовтна, западно воспитанная женщина, при всех в гневе срывает этот пояс с князя Василия. Этот момент потом послужит сюжетом для известной картины в Русском музее. Ну, представляете, прилюдно с мужчины, с князя молодого, сорвать пояс и при всех обвинить его в воровстве. Ну, естественно, братья покидают свадьбу со скандалом. Это страшное оскорбление. Объявляют войну. Наспех собранное московское ополчение под руководством Василия II, молодого князя, на голову разбито. На голову. Ну, якобы говорят, потому что оно после свадьбы все было пьяное. Я не думаю, что эффект от выпитого на свадьбе держится так долго. Просто у нас все поражения склонны списывать на то, что слегка выпили. Пьянство здесь совершенно ни при чем. Просто войско Юрия Звенигородского вместе с сыновьями было хорошим и организованным, а войско Василия было слабым. Юрий Звенигородский вместе с сыновьями занимает Москву, но поступает с Василием II довольно гуманно, вместе с матерью выселяет его в Коломну. Дальше происходит удивительное. В столе в Москве Юрий Звенигородский, а бояре от него уезжают, не признают его власть легитимной. Юрий чувствует себя потерянным и умирает неожиданно в Москве. Чего-то отведал на перу и умер. После этого великим князем провозглашает себя его сын Василий без номера. Номер я ему специально не присваиваю, хотя можно было бы поставить его третьим. Но в Москве он не продержался, потому что начинают не только московские бояре не подчиняться, но даже собственный брат Дмитрий. Брат говорит, я готов подчиняться был отцу, а тебе подчиняться не буду. Многие переметнулись обратно к Василию II. Битвы, война, войско Василия без номера разбито. И происходит следующее. Василий II приказывает своего двоюродного брата ослепить. С этого момента за ним закрепляется прозвище Василий Косой. Ослепленный. Его помещают в заточение, и через какое-то время в заточении он умирает. Вроде бы война закончилась, но это только начало. На свою беду Василий II попадает в плен к татарам. Проиграл какое-то сражение пограничное. Пока он сидит в плену у татар, появляется Дмитрий, другой двоюродный брат, который захватывает стол в Москве. Дмитрий вошел в историю под названием Дмитрий Шемяка. Шемяка, то есть Шеемяка. Такой крепкий парень был, такой могучей физической силы, что мог намять шею кому хочешь. Ну, сейчас не говорят намять шею, сейчас говорят навалять по шее. То есть современным языком это был бы шеваляка,
Но вот в истории это Дмитрий Шемяка. Богатырь Дмитрий Шемяка сидит в московском Кремле. Татары присылают к Дмитрию Шемяке посольство и предлагают выкупить Василия II. Ну зачем ему выкупать конкурента? Шемяка вступает в длительные переговоры с татарами, объясняет им, что не надо торопиться, надо поторговаться. Вообще пусть он у вас побудет, надо вернуть обществу полноценного человека. В общем, пока он не торопится, татары, решив, видимо, что ничего от Шемяки они не получат, они просто так Василия II отпускают под фьючерсное обещание расплатиться как-нибудь потом. Шемяка, узнав, что Василий II с почетом выпущенный татарами из плена, движется войском на Москву, из Москвы уезжает в неизвестном направлении. В Кремле снова сидит Василий II и, потеряв бдительность, едет в Сергиев Посад поклониться мощам Сергия Радонежского и поблагодарить его за чудесное спасение из плена и возвращение на московский стол, на трон. Василий II молится в лавре в Троице-Сергиевой, а к лавре подходит обоз, груженный каким-то барахлом. Ценный груз, укрытый рогожей, несколько саней. Обоз заезжает на территорию лавры, рогожки сбрасываются, и из соломы вылезают вооруженные ратники Дмитрия Шемяки, набрасывается на немногочисленную охрану великого князя. Князя хватает, вывозят в Москву и применяют к нему ту же самую казнь, которой он казнил брата Шемяки. Василия II ослепляют. С этого момента он не просто Василий II. Он Василий Темный, невидящий, во тьме. Популярная в Византии, ну и в целом в Европе была практика. Раскаленным кинжалом выжигали глаза. Ну, какой-то невероятный иммунитет у людей той поры позволял пережить эту страшную пытку. Василий II остался в живых. Ослепленного Василия II заставили прилюдно каяться в грехах, принимать на себя всю вину за усобицу, что, мол, он неправедно занимал он стол великокняжеский. Благодарить Шемяку, что только благодаря великой милости ему сохранена жизнь. Ну, в общем, это был такой позорный из позорнейших спектаклей. Казалось бы, опять все устаканилось. Дмитрий Юрьевич Шемяка в Кремле, война закончилась. Нет, церковь против, верхушка боярства против. Уже сложилась такая корпорация. Московское княжество работало без генерального директора. Генеральный директор ослеплен, а боярство не принимает Дмитрия Шемяку. Говорит, что поступил он неправильно. Поэтому Шемяка приезжает сам к ослепленному двоюродному брату, и второе действие спектакля. Не Василий, а Шемяка кается прилюдно в грехах, извиняется перед ним, говорит, что погорячился. Далее публичная, я не представляю, что это было за шоу, публичная сцена братания с обниманиями, все плачут. Шемяка говорит: я простил тебя, Василий, что ослепил ты моего брата Василия Косого. А Василий Темный говорит: а я простил тебя, брат Дмитрий, что ты ослепил меня. Поклянемся друг другу в верности и станем добрыми христианами. Шемяка расчувствовался и выпускает из заточения Василия вместе с матерью. Тот клянется на кресте, целует крест и пишет, что никогда не поднимет оружие, не выступит против своего благодетеля и брата Дмитрия. Василий II оказался на свободе. И вокруг него собралось достаточное количество сторонников. Он тут же отказался от данного честного слова, крестного целования и всех остальных формальностей. Грех, кажется, игумен одного из северных монастырей пообещал отмолить. И вместе с вновь собранным войском слепой великий князь двинулся на Москву. Шемяка бежал, прятался со своими сторонниками в Новгороде, но война на этом не закончилась. Нет. Она длилась лет 10. В конце концов, Шемяку отравили в Новгороде. Считается, что отравил его повар, подосланный Василием II, с говорящим именем Поганка. Как можно было допустить к себе на кухню повара под именем Поганка? Василий II правил еще долго, правил жестко, наращивал московские земли. Вообще говорят, что у него после ослепления какое-то открылось странное второе дыхание. В
Он не совершал больше никаких государственных ошибок, не попадал никому в плен, не проигрывал сражений, поскольку ни с кем не воевал, а действовал издалека. Он обручил своего 6-летнего сына с дочерью второго по влиятельности князя Тверского. Дочери было 4 года. Наверное, это был такой самый ранний брак в русской истории. Тверской князь помог ему отбить Москву, дал большое войско. Василий расправился сначала со всеми своими противниками, обидчиками, потом со всеми своими союзниками и в конце концов сконцентрировал в руках своих всю власть в Московском, Владимирском княжестве и многих окрестных землях. Эта история интересна еще тем, что Дмитрий Шемяка и Василий Темный чеканили монеты, на которых было указано «Господарь всей русской земли». Формально у нас еще ордынская ига, но на самом деле это первый случай в нашей истории, когда великий князь назывался самодержцем. Такой огромный шаг к признанию собственного суверенитета. Большой идеологический поворот. При Шемяке появилась, кстати, новая монета – копейка. Отца ведь его звали Юрий, а Юрий – это Георгий. А Георгий – это Георгий Победоносец. Поэтому на монетах, выпущенных Шемякой, видимо, в честь отца Юрия, его святого покровителя, был нарисован Георгий Победоносец с копьем. И монеты эти стали называться копейками. Так копейки появились в нашей финансовой системе. Василий II, ставший темным, был неудачливым полководцем. Но система работала. Все были заинтересованы в большом, едином, централизованном государстве. Гражданская война, смута была никому не нужна. А самое главное, что после всей этой гражданской войны оказалось так мало претендентов на престол, что дробить княжество уже было не нужно. И Василий II своему малолетнему сыну, обрученному на Тверской княжне, передаст огромное, великое, объединенное Московское Владимирское княжество, которое будет в 30 раз больше, чем то Московское княжество, которое получил от своего отца Александра Невского Даниил. Прошло 200 лет. Сыном, которому Василий II передаст свою землю, станет молодой Иван. Иван, который войдет в нашу историю как Иван III, великий государь всея Руси. Но это, конечно, уже тема для отдельной лекции. Василий II Темный передаст своему сыну Ивану, которого он сделает соправителем, примерно с 10 лет. То есть с 10 лет мальчик Ваня станет великим князем, он станет глазами своего отца, будет находиться с ним все время. И все время учиться, как править страной. Править страной, которая за 200 лет выросла в 30 раз. А в это время в мире падет Константинополь. Последний оплот православия в Европе. О чем это скажет каждому русскому православному человеку? В мире осталось последнее истинное царство. Последняя страна, где правильно славят Господа. Последняя православная держава – Москва. 2 Рима пали по грехам своим. Первый Рим пал, приняв католицизм. Второй Рим пал, приняв унию с католиками. 3 Рим – Москва, а 4-му не бывать. И эта идея дополнит собой смысл собирания отчинных русских земель и станет национальной идеологией русского царства на ближайшие столетия. В следующей лекции мы поговорим о сыне Василия II, Иване III Великом, с которого на самом деле современная Россия во многом и началась. Спасибо вам за внимание русской истории. До следующих встреч.